Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Знаете, кто со мной? Сейчас он чуть... Рос. Посмотрите, какой он уже большой. Помните, я думаю, многие, да, кто меня смотрит, помнит, какой он был маленький. Так, все, звери, все. Знаете, как проверить, натуральная шерсть у вас или нет? В смысле, не у вас. Вещь у вас из натуральной шерсти или нет? Он просто как бешеный нападает на меня в этом платье. Оно прям правда шерстяное. Друзья, все, я хочу его из комнаты убрать. Все, простите. Кто любит котов в кадре, я боюсь, что он меня сожрет. Платье хорошее, из натуральной шерсти. Ну, я надеюсь, что я не в рваном платье сейчас сижу. Просто такая атака была. Так, все, друзья, давайте приступим к ароматам, которые просто настолько классные. Они обращают на себя внимание, и они, правда, могут вызывать зависть, некоторые из них. А знаете почему? А вы узнаете, я вам потом расскажу, почему. Даже иногда под видео, где я их показываю, мне говорят: да зачем ты их показала, чтобы тебе завидовали, зачем ты вообще о них рассказываешь? Пока не забыла, я все время это забываю и записываю потом это отдельно. Подпишитесь на мой телеграм-канал, там я рассказываю про котов, про жизнь в Испании, про парфюмерию, конечно же. И там я бываю, практически каждый день. Если не бывает, то потом рассказываю, куда я пропадала. И промокод «Рандеву», не забудьте, 10 Викторий дает скидку на все, суммируется со всеми акциями на сайте. И там есть всегда от Леванты сэмплы. Это, я думаю, важно для многих, чтобы поносить аромат, познакомиться, не покупать вслепую. Начать я хочу с другого аромата. Так, давайте начнем. Вот с этого хочу начать. Это Jeroboam Госа. Я, кстати, так нормально его ношу. Я его сначала не очень поняла, но он меня прям зацепил. И я его купила после того, как всего лишь один раз потестила в магазине. Я так редко делаю, но зацепил. Это тубероза, но тубероза с фруктовыми нотами. Кто-то говорит персик. Я продолжаю чувствовать ананас. И тут очень красивые пачули, очень красивые. Некоторые сравнивают этот аромат с Мюглером, с Ангелом, по-моему, сравнивают. Мне не похоже. Мне в Ангеле есть какая-то такая нотка, она мне очень свербит, прям плохо мне от нее. А здесь этого нет. Аромат, он яркий, он шлейфовый, но лично у меня это не супер шлейф, то есть я могу его носить практически куда угодно. У меня даже муж как-то, я прям ходила перед ним, говорю: чувствуешь? Он говорит: нет, я вот не чувствую. То есть многие говорят, что он прям очень шлейфовый. Вообще это экстракт, они обычно супер стойкие, но не супер шлейфовый. Вот. И очень-очень он такой, он необычный, хотя вроде бы, тубероза, белые цветы, фруктовые нотки и пачули, чего тут необычного, но нет. Вот все это сочетание и необычная, да, тубероза здесь, кто-то тропические фрукты в ней чувствует. В общем, красивый аромат. Обязательно его попробуйте, если еще вы с ним не знакомы. И он, кстати, потрясающе открывается вот в прохладное время. Я его и в жару пыталась носить, он даже, не было в нем никакой неприятной базы, не вылезало. Такое бывает даже у моих любимых парфюмов. Но все-таки вот в холод он прям такой согревающий, белоцветочный, с какими-то даже вкусными сливочно-гурманскими оттенками, фруктовыми. Очень красив зимой он. Quattro Pizze. Я думала, как же этот аромат будет звучать в холод, потому что я его с ним познакомилась в жару. И в холод он еще лучше. Мне кажется, вообще вот есть ароматы... Нет, хотела сказать, что есть ароматы, но мне кажется, большинство ароматов в холод звучат лучше. Они прям так вот красиво, как и задумано, открываются. А в жару, конечно, особенно в такую невыносимую, они искажаются. Так, вернемся. Это кокос.
Я даже сначала не чувствовала тут кокос, вот именно в жару, там все как-то, ну так оно было перемешано. А сейчас чувствую кокос, даже, наверное, такое сладкое кокосовое масло, без вообще капельки, без намека на какую-то там рассольность. Нет, оно вот больше напоминает кондитерское. Тубероза. Тубероза тут немножечко такая с характером. И зеленые ноты. Я не помню, что тут, по-моему, так и заявлены зеленые ноты, но он придает ему такой даже есть горчинка в аромате. Это очень необычное сочетание кокоса и туберозы. Очень красиво. И сливочные есть оттенки. Тоже есть сливочные оттенки в аромате. Прада – это инфузион де рис. Это очень благородный, интеллигентный аромат про ирис, да, как из названия понятно. Немножечко в нем есть такой намек на морковность, но для меня прям вообще чуть-чуть, и я люблю этот оттенок. И пудровость нероли, тут есть бензоин и мандарин. Да, есть такой деликатный цитрусовый оттенок, и его дает именно мандарин. Он с одной стороны такой, да, с кислинкой, но и немножечко там есть сладости, но опять же аромат вот акварельный. И он лучше всего звучит в холод, в жару или даже вот просто в теплую погоду. Он быстро слетает, а в холод держится максимально долго. И такой у него благородный, красивый шлейф. И я думаю, что даже со стороны вот эта вот морковность его, я думаю, даже не ощущается. Морковность ириса, если кто-то вот ее чувствует, то она даже, мне кажется, со стороны не читается. И есть тут такие оттенки пудры, именно косметической. Вообще аромат, как будто ты с утра выходишь из дома, только что ты намарафетилась, и вот все эти еще ароматы косметические с тобой, и вот он сохраняет это на целый день, но очень-очень дорогой косметики. Так, я просто решила сначала все-таки, ладно, сохраню по какому принципу. Так, следующий парфюм с Де Марли. Потрясающе красивый, белоцветочный, в хорошем смысле с мыльными оттенками. Такими, по-моему, тут апельсиновый цвет, но я чувствую вот именно такой мыльный оттенок нероли. И сахар, маршмеллоу, зефирки. И знаете, есть такой оттенок, вот я бы сказала, что тут есть сахарная вата с таким оттенком жженого сахара. Вот он есть тут. И это такое необычное сочетание, но все опять же сделано на пол. Вот аромат создан, вот эти все, чтобы нравиться. Вот прям человек, который это делал, он не хотел поразить воображение, удивить, шокировать. Он хотел, чтобы аромат прям влек за собой, прям хотелось за ним идти, хотелось на себя его брызнуть. Он так сделан на полутонах, что вот эти вот перепады холодного, да, нероли, мыльные, апельсиновый цвет и сладкие маршмеллоу, сахарная вата вот с этим жженым оттенком, они так плавно сделаны и так гармонично, то есть как будто бы ты помыла руки с мылом, вот с этим неролевым, дорогим, или вообще вся помылась, и, возможно, на тебе такой парфюм свежий, цитрусово-неролевый, и ты вот такая вот вся идешь и ешь сахарную вату с маршмеллоу, вот эти вот все запахи тебя окружают, в какой-то кондитерской лавке ты находишься. И это настолько гармонично все, настолько не вызывает какого-то, знаете, вот этого, ну, как это вообще тут все и зачем. Такое есть в Синтре. Есть люди, которые не выносят Синтру, моя Ульяшка, именно потому что там, ну как-то вот оно все несовместимо, как будто ты сидишь в зелени, и ты еще и как-то вот заморался вот этими жирными маршмеллоу, зефирками, и все это не кстати, и ты какой-то липкий, хочется все это с себя смыть. Как я ужасно писала любимую свою Синтру, я просто ее обожаю, но я
вот понимаю, иногда я понимаю, почему людям не нравится аромат. Могу понять. Иногда мне просто неведомо. Так, находка этого года — это Lang Ling. Аромат называется Сикуши номер 7. Просто какое-то везение, что мы встретились. Я его обожаю. Такая малина, даже малиновое варенье. Еще я чувствую тут что-то вроде кураги. И в базе тут есть кожа, но я ее чувствую, вот почему-то я ее чувствую как оттенок уда, но очень такой приглушенный. Вот за этой фруктовой сладостью в аромате есть медовость, тут есть сахарная вата заявленная. Но вот как раз здесь я ее не чувствую. Ну, сладость есть, но для меня обязательно в сахарной вате должен быть оттенок жженого сахара, потому что когда ее готовят, все равно это, ну, происходит, да. И он такой вкусный, да, не какой-то там сахар пережженный на сковородке, а такой вот чуть-чуть. Здесь этого нет, но аромат потрясающе красивый. И я вот вам писала, и кажется, вроде какая-то, ну, встречается такой кожа, малина, ну, что мы не видели. Нет, тут вот именно, я понимаю, маркетологи придумали эту пирамиду, назвали это так, но тут все намного сложнее. Даже чем-то это пирамида. Я когда еще читала, только появился анонс La Vie Belle эликсир, я читала анонс и думала, малина, кожа, ну это же вот как вот здесь вот. Нет, совершенно разные ароматы. Так. Dries Van Noten Fleur de Mal — это аромат про османтус и кожу. Красивый, кожаный, дорогой оттенок. Вот прям Dries Van Noten знает толк в аромате кожи. Это вот она. И тут есть такой аромат персика, вот прям сочного, его только что разломили. Я думаю, что это оттенок османтуса. Чем-то, знаете, по настроению, по характеру и, наверное, по османтусу. Что уж скрывать, по османтусу мне он напоминает плохую девочку. Точнее, хорошую, но она превратилась в плохую. Чем-то напоминает, вот именно османтусом. Но все-таки аромат другой. Другой, но если вам нравится девочка, то попробуйте. Попробуйте, если вы уже от нее подустали. Ну, ее шлейф, я думаю, какое-то время гремел везде, и все его знают. Ну, как все. Кто интересуется парфюмерией. Я знаю, что есть люди, которые не интересуются, им вообще ни о чем эти названия не говорят, а уж тем более ароматы. Если вы интересуетесь, то вы наверняка встречали эти шлейфы, узнавали их. И если вам надоело, вот, есть еще какой-то зеленый оттенок. То есть аромат, ну вот как в девочке, и свежий, и в то же время с такой кожей. Ой, что ж там у нас происходит? Так, классный аромат. Blanche Betty от Le Liquide Imaginaire. Но, друзья, я вас умоляю, не борщите с ним. Очень надо с дозировкой быть осторожным, потому что этот аромат такой же вот сэмпл и сэмпл Travel я подарила Ульяшке, и она сказала, что она его не чувствует, и прям облилась им. Мы с ней ехали в лифте, потом мы пошли, по-моему, на завтрак или на обед, на ужин, я не помню, в общем. И я очень хорошо ощущала этот аромат, он мне нравится, но вот честно, он прям меня немножечко попридушивал. Я поняла, что с ним надо знать меру. Это очень необычное сочетание незаявленного тут кокоса. Тут как будто бы есть такое кокосовое, жирненькое, сладкое масло. И вот именно вот этим маслом сладким, вкусным, да, в смысле, что вот есть в нем что-то такое гурманское, он напоминает кватро-пиццы, но только вот этим. Ароматы разные. И здесь есть нота очень забавная, с забавным названием. Она называется Magic. Господи, я добавлю. Как же это слово? Мистическая нота. Мистическая нота. Вот правда есть. И для меня эта нота звучит как такая
посылка из дорогого какого-то магазина, интернет-магазина, люксового. И вот когда ты открываешь, а у них же там куча всякого картона, коробочек в коробочке. Еще вот там такие, знаете, есть нарезанные ленточки, такие тоже бумажные. И вот этот вот аромат вот этой вот новой вещи, да, которая вот в этих коробках во всех, точнее этими коробками пахнет, этой посылкой точнее. Вот. То есть абсолютно не описать. И я даже не помню, что в нем еще есть. Для меня прям правда это такой еще сливочность, сливочный вот этот кокос. Тут, по-моему, прям молоко заявлено, если я не ошибаюсь. И аромат, он довольно-таки сладкий. Я бы не советовала его брать вслепую, прям флаконом, хотя некоторые так делают. Но я не рекомендую. Я вам настоятельно рекомендую обязательно тестить его. Travel, Sample, тем более вот, с такой вот стойкостью и громкостью, если у вас большая коллекция, вам хватит. Так, ой, мой любимый HFC Nirvanesque, это потрясающая ваниль, потрясающе красивая, как нигде кондитерская ваниль. Такая редко встречается, такой красивой. Ее делают нота уда, нота кожи в базе. Она уравновешивает, да. И есть тут ром. Я тут ром чувствую как велда. Это как для меня как изюм. Такой прям сочный изюм. Просто я не чувствую в этом такой алкогольности, да. Если вот в Angel's Share от Kilian я прям чувствую алкогольность там, то здесь я не чувствую ее. Я вот чувствую скорее изюм. Вкусный изюм. Вообще вроде тут такой вкусный изюм, вкусная ваниль. И кажется, что это бы в гурманику, но нет, это не гурманика. За счет кожи уда прям совсем чуть-чуть. То есть его не чувствуется. Он просто придает немножечко оттенок. Я бы даже сказала больше вот он с кожей вместе там тусит в базе. Потрясающе. Есть какой-то непередаваемый ингредиент. Тут есть белые цветы, по-моему, я не помню, цветочные есть составляющие. И есть какой-то ингредиент, я его называю весенним воздухом. Вот у меня ощущение от этого аромата, прям вдохновение, подъема. Вот прям когда весна наступает, уже вот все вот эта грязь всякая ушла, знаете, уже все зацвело. Вот такая вот у него атмосфера. Так, ну что, перейдем к ароматам, которым можно только завидовать, потому что, друзья, их уже не купить. Это снятости. Но я не могу о них не рассказать, поделиться, так сказать, своим мнением. Ну, еще я думаю, что где-то они могут, наверное, на каких-то площадках появляться. Поэтому я рассказываю. А если тем более они у вас тоже есть, мы просто мнениями обмениваемся. Это «Скандал by Night» от Жан-Поль Готье. Я просто урвала последний флакон в том году, по-моему, или в позапрошлом. Я его помню, что носила прошлой зимой. Но купила, мне кажется, я еще его до Нового года. Это печеньки, шоколадки, сливочный шоколад, молочный шоколад, белый, в общем, все виды шоколада, карамельки, печенье с шоколадом. И тут есть самая, потрясающая вишенка на торте. Это вишенка. Прям в прямом смысле слова выражение это вишенка. Потрясающая. Одна из моих любимых люксовых вишенок. Еще также люблю новый Over Red от Yves Saint Laurent Black Opium. Вот только с ним, наверное, может сравниться. Такой потрясающий аромат. Он, конечно, звучит именно люксово. То есть нет тут такой какой-то глубины и объема, как вот есть, допустим, во всяких вишневых ароматах ниши. Его нет, но он настолько позитивный, радостный, вкусный, вот можно так сказать, все-таки это гурманика. Это про гурманику, но тут есть цветочная составляющая.
То есть это не просто, не только гурманика, вот, давайте так скажем, чтобы быть все-таки честными. Тут есть, по-моему, жасмин, может, тубероза, белые цветы тут есть. Очень красиво. Это мой единственный аромат от Жан-Поль Готье. Но другие для меня все-таки какие-то очень-очень сладкие, громкие. Я имею в виду вот эти скандалы, классик у них есть, да, вот этот в такой фигуристом флаконе. Как-то почему-то не хочется мне купить флакон. Не знаю. Так, это тоже снятость. Как-то вот неожиданно так задики снимают свои ароматы и даже не обозначают их лимиткой, когда они выходят. Я, конечно, недовольна этим. Ну, как-то надо обозначать, чтобы люди знали. Это This is Love. Это аромат про такую сладкую, присладкую фиалку. И здесь есть немножечко от This is Her, самого лучшего, такой кремовой сливочности. Такой фиалка засахаренная, и немножечко такой сгущенки на нее капнули. И что-то в аромате еще есть древесное. Я помню, я его носила в мороз, когда жила в Питере. Прям вот в такие морозы я садилась в машину, и машина наполнялась вот этим вот красивым ароматом. Фиалка немножечко тут запудривается, и в начале, кстати, тут есть имбирь. Имбирь, друзья мои, чтобы вы знали, да, он может давать такую ноту, кажется, что это спирт. Он может так себя вести. Потому что у меня такое случилось, помню, с Versace Crystal Noir. Я заказала, помню, миниатюру, открыла, и вот мне прям спиртом пахнет, и все. А потом я поняла, что когда стала другие ароматы тоже встречать вот в верхних нотах с имбирем, мне тоже стал чудиться спирт. Но это не во всех. Вот почему-то я такое в люксе встречаю. То есть в Путане де Паласис, например, такого нет. Я там не слышу имбирь как спирт. А вот здесь тоже я уже поняла к тому времени, как его купила, но мне подписчица писала, что вот она чувствует здесь спирт, и она грешила, что это подделка, но она говорит, потом он проходит, и правда, потом, да, когда верхние ноты слетают, уже ты не чувствуешь этого, но это есть. И ну тут вообще не такой, знаете, имбирь прям какой-то очень-очень громкий, он именно вот с него стартует, но он потом затихает, придает аромату больше какой-то вот теплоты. Очень жалко, что сняли. Зачем они сняли, я не понимаю. Иногда у меня ощущение, что Zadig Voltaire вообще как по какому-то непонятному принципу снимает ароматы. Нравится, ну, значит, пора снимать. Не понимаю я, короче. Вообще не понимаю, зачем. Ну, ладно. Я думаю, что этому есть какое-то логическое, коммерческое объяснение. Ладно, все, давайте. Ну, вот это тоже зря сняли, я считаю. Это Adults от Kilian. И есть одна такая полухорошая новость. Этот аромат очень похож на аромат от Dries Van Noten. Здесь ставлю картинку с его названиями. Santal Greenery. Но он, как вы понимаете, очень дорого стоит. Вот эти вот ароматы от Dries Van Noten, они очень дорогие, в большей степени из-за их флаконов. Флаконы там монументальные. Но вот, похожи в большей степени именно в шлейфе. То есть, когда я тестила этот аромат на блотере или вот так вот утыкалась, и вообще себя, когда ощущала, почему-то я не улавливала это сходство. Хотя у них пирамиды даже похожие у этих двух ароматов. Но Ульяшка моя прям сразу почувствовала. Она говорит, ничего себе, прям сходство вот именно в шлейфе, 100% практически. Здесь инжирное молочко, здесь есть зеленые ноты, бергамот. Я очень хорошо здесь прям с самого старта ощущаю рассольный сандал.
здесь инжирное молочко есть, и есть какие-то зеленые ноты в начале. По-моему, даже так и заявлены зеленые ноты. Вот такая вроде бы не очень сложная пирамида, но тут есть такая изюминка. Это фиалка. Фиалка в форме фиалка, которая, знаете, как аромат свеженапечатанного глянцевого листа журнала. Вот такая фиалка, очень крутая фиалка, мне она нравится. Она, знаете, вот этой рассольности, вот этой зеленому началу, она придает элегантности. Аромат очень сексуальный, но фиалка как будто бы его немножечко делает строже, ограничивает. Такая, знаете, немножко такая холодная сексуальность. Такая: добейся меня, если у тебя получится. Но вряд ли. Я очень-очень-очень строгих нравов. Вот такая вот бывает фиалка, друзья. Так, ну, в общем-то, я, знаете, почему так все время делаю? Я выпрямляю волосы, если вы заметили в последних видео с выпрямленными волосами. Вот. И, ну, это получается, конечно, у меня не на 100% из-за высокой влажности. Буквально через полчаса, через час волосы начинают пушиться и не лежат. В общем, как бы я хотела. Очень надеюсь, что когда влажности будет поменьше, они все-таки соизволят. Вот, друзья, вот такая вот получилась подборочка. Как у вас? У вас, я, знаете, в испанском нет звука «б», его нет. Вот то, что там написано, например, «Валенсия», как мы читаем «Валенсия», по-испански читается «Валенсия». То есть ты, когда говоришь букву «в», да, в испанском, ты как бы не смыкаешь губы. В русском мы смыкаем. И так как я очень много тренируюсь говорить правильно, я начала в русском совершать эту ошибку. И я исправляю себя, потому что мне важно сохранить правильную речь. Я все-таки ее нарабатывала, я занималась ей, да, то есть она мне не с неба упала. Поэтому я хочу ее сохранить правильной, без каких-то вот заимствований, да, не смешивая русскую речь там с испанской или с английской. И звуки тоже мне это важно. Важно. Вот. Но иногда я прям замечаю, иногда на монтаже уже ничего не сделать. Я понимаю, что это даже, наверное, может быть незаметно, но я это вижу. Вот. Вот, друзья. Пишите, как у вас дела, что у вас происходит. У нас, в принципе, все нормально. Последствия наводнения, конечно, разбираем еще. И еще, я думаю, ну, долго на самом деле. Вот в соседних городах нам повезло больше. У нас получше ситуация. У нас, я думаю, уже скоро все придет практически в норму. Что еще? Коты повзрослели, как вы видели. Они уже не могут спокойно сидеть в видео, они либо играют, либо спят. А если играют, то видели, какие у них игры. Мне кажется, они меня тоже за кошку принимают. Они тоже считают, что я кошка, так как я с детства их кормила, воспитывала. И они думают, что ну какая-то уродская кошка. Все, друзья. Кстати, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Я там выкладываю намного больше котов. За ними там происходит видеоохота. Я их снимаю в каких-то интересных позициях. Вот, поэтому подписывайтесь. Ну, про жизнь в Испании, конечно, про парфюмерию. Все здесь вот будет. Все, друзья. Спасибо вам, что посмотрели это видео до конца. Спасибо, что провели время со мной. Всех целую, обнимаю. Всем пока.